Всем привет! Недавно мне в лапы попался такой вот красивый микрофончик Joyo для смартфонов. Сделан очень красиво с точки зрения дизайна, молодец, дизайнер постарался. А что же насчет его электрических характеристик, то есть, собственно, микрофонных? Поэтому я мгновенно его воткнул в свой смартфон и позвонил через мессенджер. К моему удивлению, собеседник не смог распознать разницу между встроенным микрофоном гаджета и вот этим дискретным Joyo. Тогда я сам провел собственное слепое тестирование, и я тоже не смог определить разницу между встроенным и дискретным микрофоном. Зачем же тогда вот эта штука существует? Ее же для чего-то сделали, причем еще старались, явно дизайнер старался. Инженерное любопытство возобладало, я провел несколько тестов на скидку, о которых вам сейчас расскажу. А в конце я упомяну тот вывод, который сделал себе по результатам как слепого прослушивания, так и тестов измерения. Поехали. Исследовал я все с помощью программки RightMark Audio Analyzer. Я в ней сначала сгенерировал сигнал в аудиофайл, потом этот файл воспроизводил с помощью своего студийного монитора. А микрофончики сравнивал с помощью встроенных средств записи в моих гаджетах, располагая микрофоны так, чтобы они всегда были в одной и той же точке относительно моего монитора. Потом загрузил опять в RightMark Audio Analyzer и получил сравнительные характеристики своих микрофонов. Сравнивал между собой встроенный микрофон iPad, встроенный микрофон iPhone и наш вот этот тестируемый Joyo. Мы видим разницу. Всего лишь в iPhone увеличенная чувствительность по низким частотам. Почти до 50 Гц доходит чувствительность, в то время как у двух других она спадает уже с 150. Другой тестовый сигнал показал ту же самую картину. Ну, может быть, чуть больший разброс, держится где-то в размере 3 дБ. Динамический диапазон опять у iPhone улучшенная чувствительность по низким частотам и полное совпадение характеристик у микрофона iPad и Joyo. Уровень шума. Ну, видите сами, разница минимальная. Гармонические искажения. Опять-таки, небольшая разница в низких частотах, обусловленная все той же чувствительностью. И еще один тестовый сигнал показывает тоже небольшой разбег. Интермодуляционные искажения. Опять та же картина. Полное совпадение характеристик микрофона iPad и Joyo. Итак, какой же я вывод сделал из всех своих тестов? Ну, во-первых, меня очень приятно удивил мой iPhone с его улучшенной чувствительностью по низким частотам. Ну, а что касается самого испытуемого микрофончика Joyo, то, ну, по-моему, это очевидно. Использование его в связке с гаджетами Apple не имеет никакого смысла. Абсолютное совпадение характеристик не дает ни выигрыша, ни проигрыша. Это будет бессмысленным действием. Но зато, скорее всего, он может быть интересен тем, у кого гаджеты либо низкого ценового диапазона, либо какие-то устаревшие с плохим микрофоном. Для них это будет хорошим подспорьем использовать такой дискретный микрофон. Скорее всего, я буду рекомендовать подобное решение своим студентам, которые выполняют домашние задания по записи шумовых эффектов для своих видео подручными средствами. Ну, чаще всего это, конечно же, смартфоны. Редко у них смартфоны с хорошим качеством микрофона. Вот для них это будет замечательным подспорьем. Как-то так. Спасибо за внимание. До свидания.